Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, каким будет октябрь для тех, кто родился под знаком зодиака Водолей. Итак, уважаемые Водолеи, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим с вами общую атмосферу октября, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Начиная с общей атмосферы, давайте смотреть, каким будет октябрь для вас. Октябрь для вас будет очень уютным и семейным. Близкие люди рядом, кто-то создает семью, у кого-то рождаются детки, кто-то решает семейные вопросы. Рядом есть те, кто не совсем искренен по отношению к вам. Но именно такая, давайте скажем, хитрость окружающих позволяет вам прийти к той мудрости, которая вам необходима. Также здесь актуально общение со старшими представителями вашей семьи, со старшими друзьями, с более мудрыми друзьями, родственниками, которые также учат вас мудрости. Огромное влияние для вас в октябре будет иметь женская фигура. У кого-то мама, у кого-то подруга, у кого-то просто родственница, у кого-то даже соперница, потому что такое сочетание аист, змея и женщина может указывать на то, что у кого-то, вот знаете, как либо треугольники, либо недоброжелатели в отношениях, которые как-то вот будут стремиться хитростью своей вставлять палки в колеса. Но, тем не менее, вы благодаря вот таким поступкам приходите к пониманию многих вещей. Вы приходите к мудрости, к своему мудрому такому состоянию, более мудрому. Давайте посмотрим, что в работе у Водолеев. В работе все немножко не так, как вы себе представляли. Какие-то планы, какие-то вопросы могут нарушиться. Опять же, из-за того, что представления о действительности, представления о происходящем были иллюзорны. Здраво смотрите на вещи. Трезво оценивайте ситуацию, иначе все планы, иначе все, что есть, может рухнуть, причем совершенно внезапно. Если вы знаете, что какая-то ситуация, она нестабильна, лучше аккуратно выйдите из игры, отойдите в сторону, но не лезьте на рожон, потому что эта ситуация для вас, она будет своего рода опытом для вас. В любом случае это будет опыт, но залогом успеха, залогом того, чтобы избежать вот этого крушения, является умение трезво, здраво и объективно посмотреть на то, что происходит. Ситуация для вас не разрушительная сама по себе, она вас приведет к такой более прочной позиции, когда вы укрепляете свой авторитет, когда вы получаете определенные необходимые знания. И опять же, здесь огромное значение для вас будет иметь женская фигура. Это может быть начальница, это может быть коллега, это может быть покровительница, которая за вас ходатайствует, переживает. Ее поддержкой стоит руководствоваться, но, тем не менее, важно быть мудрыми, важно не пребывать в иллюзиях, а вот именно объективно смотреть на все, что происходит. Тогда тот опыт, который вы должны получить вот именно в работе, потому что здесь именно как обретение опыта, он вас не покоробит, а вот именно сделает сильнее, сделает мудрее. В данном случае сделает профессиональнее, более профессиональными. Теперь давайте посмотрим сферу сферу финансов, да, работу только что посмотрели, сферу финансов. Что с финансами в октябре у Водолеев? С финансами все хорошо. Посмотрите, женская энергетика везде, очень многое зависит от женщины, от женской фигуры. Это может быть, повторюсь, коллега, это может быть родственница. Благодаря ей деньги к вам приходят. Но здесь такая ситуация, когда будут и расходы, будут какие-то вот потери финансовые, будут растраты.
И нужно будет, вот прям, знаете, постараться, побороться за то, чтобы получить действительно тот доход, на который вы рассчитываете. Потому что королева кубков, если ее рассматривать вот именно как получение прибыли, то это прибыль, которая придет, но в более поздний срок, в более поздний период. И непосредственно в октябре вас ждут расходы и споры по финансовым вопросам. Но, тем не менее, если вы заручитесь поддержкой тех людей, которые действительно за вас переживают, которым можно доверять, вы в итоге действительно приумножаете свой доход и увеличиваете его. Но октябрь для вас, уважаемые водолеи, будет не совсем простым, вот именно в сфере работы и в сфере финансов, потому что здесь, знаете, как необходимый опыт, который нужно получить и, собственно, стать мудрее. И вот эти уроки, их важно пройти максимально продуктивно для себя, да, то есть если вы сейчас не научитесь этой мудрости, потом в любом случае придется этому научиться, поэтому лучше раньше, лучше не терять времени и сделать выводы, пройти эти уроки именно вот в октябре. Давайте посмотрим сферу личной жизни, любви для водолеев в октябре. Королева мечей. Послушайте, очень много женщин здесь. Королева мечей, верховная жрица. Много женских фигур оказывают влияние на то, что происходит в ваших отношениях. Мужчины, которые ждут новое знакомство. Обязательно новое знакомство будет. Либо та женщина, которую вы ждете, она напомнит о себе, она сделает определенный шаг. Но такое чувство, что здесь вот прям откровенные либо треугольники, либо влияние вот посторонней женской фигуры. И придется многое скрывать, придется многое как будто бы, знаете, вот оставлять за кадром, да, учиться хитрости, учиться мудрости, учиться как-то, знаете, вот таким образом ситуацию выстраивать, чтобы то, что должно остаться за кадром и осталось. Все сводится к тому, что будет и влияние третьего лица, будет и лукавство, и нужны будут какие-то перемены, определенные перемены в отношениях, когда либо мы ставим точку, либо проходим через определенную трансформацию. Сам процесс трансформации может затянуться, но, тем не менее, здесь все сводится к тому, что над отношениями нужно работать, нужно вкладываться в отношения, и нужно прийти к тому, чтобы мужчина ваш, он дал вам стабильность. Для мужчин здесь важно понять, что я должен дать женщине стабильность, я должен занять такую позицию, чтобы рядом со мной женщина чувствовала себя вот именно как за каменной стеной, да. Поэтому здесь непростая ситуация, действительно, вот эти вот змеи, они есть, и отыгрываются они в первую очередь вот именно в сфере личной жизни, но этого не избежать. Здесь придется вот именно что-то менять, избавляться от третьих лиц, трансформировать ваши отношения и приходить к стабильности. Все шансы на это есть, все возможности для этого есть, и мудрость эту, ее нужно будет постичь. Давайте посмотрим, к чему стремиться водолеям в октябре. Двигаться вперед, если актуальны вопросы поездки, переезда, решение вопросов с транспортом, да, однозначно решаем эти вопросы. Но в целом колесница туз жезлов – это прогресс, это движение вперед, это отсутствие статики. Максимум возможностей удачных, максимум возможностей для развития, для движения вперед. Держите ситуацию в таком ракурсе, чтобы действительно вперед двигаться. И здесь нужно стремиться к союзу. Не в одиночку двигаться вперед, а вот именно в союзе. Да, будут эти змеи, будут третьи лица, но вам важно выстоять, вам важно сохранить партнерство, вам важно сохранить союз, вам важно действовать, вот знаете, рука об руку с теми людьми, с тем человеком, которому вы можете доверять. Порой будет казаться, что устали. Все, больше не могу. Но карта силы говорит о том, что силы у вас есть. И здесь действительно придется поднатужиться, попотеть, постараться и преодолеть вот эти вот трудности, вот эти испытания. Потому что месяц для вас не совсем простой, уважаемые водолеи. А чего остерегаться стоит? Остерегаться. Тройка мечей. Разбитых сердец, треугольников.
Старайтесь избегать излишнего милосердия, потому что это милосердие может дорого вам стоить. И может более долго развиваться эта ситуация. Все вопросы касаемо жезлового короля, да, касаемо мужчины, стоит решать осторожно. И двигаться вперед тоже стоит осторожно. Важно избегать полутонов. Стремитесь к конкретике, стремитесь к стабильности. Момент, когда есть неопределенность, момент, когда есть двойственность, для вас может быть опасен. Это не мудрость, это не прохождение уроков, это момент некой такой стагнации. Здесь важно не затягивать принятие решений, не затягивать каких-то, вот знаете, выводов, каких-то ситуаций, а вот именно двигаться вперед здесь и сейчас. И посмотрите, стремиться нужно все-таки к партнерству, стремиться нужно к тому, чтобы рядом были те люди, которых вы можете назвать своей семьей, своим тылом. Но под девизом семьи здесь и будет проходить этот месяц. И вам нужно сделать все, чтобы семья осталась семьей, партнерство было партнерством. Ну и, собственно, мудрость, необходимая вам, она была вами постигнута, чтобы она была вами обретена именно в октябре. Вот такой мудрый получился у нас расклад, такой мудрый получился у нас с вами месяц октябрь, уважаемые водолеи. Благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.